что-то все в черный цвет покрашено. Посмотрите, двери и печка. Привет, друзья. О, запыхался. Дорога все в горку. Тут недалеко, километр, наверное, всего. Но в горку идти сложновато. Добрались с вами еще до одной деревеньки. Дома, конечно, шикарные. Все пятистеночки. Есть даже вот с балкончиками там пара домиков. Так, друзья, это у нас деревня Кошково. Находимся мы с вами в Кировской области. Пока все в Подосиновском районе. Деревня не очень старая. Основана 1859 год по документации. Домик очень интересный. С двумя перерубами был сделан. Даже не пятистенок, а шестистенок получается. Почему так сделали, интересно, не знаю. Вроде с лесом здесь проблем нету, но накрошили его так мелко, что лишние выборки незачем ведь делать на дереве. Два дома примерно по одной технологии построены. Что вот дальний тот, что вот этот вот. Карнизы у них сделаны такими полумесяцем. Очень интересные дома. Сейчас зайдем в первый. Вот он рядом стоит вообще, буквально стенка в стенку. Тоже интересно, как так дома поставили. Может быть, это один хозяин у этих домов был. Но крайне интересно. Так. Тут, по всей видимости, банька была. Окно большое. Вид, конечно, из домов здесь, из всех, что вот в какие деревни я езжу, вообще шикарный просто. О. Хомут конский. О. Ох-ох-ох. Да, тоже дом получается довольно интересный. На две семьи был сделан. Одна теплая изба и вторая теплая изба. Да, здесь уже тоже народу, по всей видимости, побывало немало. Очень много вещей разбросанных. Пластинки советские. Так. Муслим Магомаев. О, мой любимый певец. Так, еще. Батыр Закиров. К сожалению, не знаю, кто это такой. Милая роща. Я хочу жениться. Какие-то интересные песенки. Еще пластиночка. О, в этой даже состояние неплохое. Людмила Зыкова. Ага, понятно. Ох, какой столик классный. Так интересно было сделано. Две ножки точеные, а которые сзади, по всей видимости, стояли. Они обычные. Не стали, видимо, запариваться, вытачивать сразу обе. Много литературы, конечно, на полу валяется. Вот, пила лучковая. О, посмотрите, печку развалить не успели.
Видимо, металл здесь не собирают. Плита осталась чугунная. Она, конечно, треснутая, но металлисты все обычно забирают. Какая-то дверка интересная. Непонятно чья. Такая печка небольшая совсем. Русской печи не было. Возможно, что в соседнем помещении была русская печь. О, лыжи самодельные, деревянные. Кошки из дранки. С подбивочкой даже с деревянной. Обычно просто делали заворот. Не мучились особо. Да. Возможно, что, кстати, здесь вот была просто кухня. Ну, печка обычная самая, с подтопком, с осенним. Печурочка аккуратненькая. Какие-то стулья интересные. Чьи они? Интересно. Так, вот такая. Интекс G6122. Да. Названия фирмы нету, к сожалению. На втором... А на втором, походу, есть. Интересно, где их делали. Так. Ага, котельническая фабрика. А чё, я не видал у них таких стульчиков? Странно. Общепит. Тарелка. Смотрите, еще даже сахарницы остались. Дулева. С позолотой. Тоже. Тарелочки различные. Тут уже, наверное, не понять, чьи они. Ну, самые обычные. Тоже, скорее всего, таких же фирм. Так. Кировская область, Подовсиновский район. Деревня Большое Романово. Деревня Кашкова. Интересно, Кошкова или Кашкова? Смотрите, тоже бревна строганные. Интересно. Ну вот я бы не сказал, что давно из дома из этого выехали. Какие-то вещи еще, типа вон валенков, не сгнили даже. Детские игрушки. Люблю детские игрушки. Юла. Это, наверное, Никулин. Паровоза. Наверное, из этого же комплекта. Гармошка детская. Всякеньких.
Ух ты. Паровоз. Так, тут походу вход на чердак был когда-то. Как интересно сделано. То ли это вход второй. Какие-то странные помещения. Катка какая здоровая. Не катка даже, лохань. Много корзинок из дранки. Так, тут у нас, по всей видимости, был хлев. Так, надеюсь, никто там не спит. Посмотрим, кто у нас здесь жил. Здесь, по всей видимости, овечки. Низкие очень ясли. Так. Ни с кем вот особо не удается поговорить в этом районе. Но очень хотелось бы узнать вообще, какую скотину здесь держали. Да. Ух ты. Так. Сеновал. Ух ты. Ух ты. Лен, посмотрите-ка. Намятый уже и вычесанный. Смотрите, какие волокна. Осталось из него только ниточки сплести. Да, много. Корзинка интересная. Тоже вроде бы из дранки, но сделаны ручки. Может, это не корзинка, а люлька детская. Что скажете? Может такое быть? Здесь подвесы были с боков. И, соответственно, подвешивали куда-нибудь. И можно было туда ребеночка положить и качать. Вилы, грабли. Пластиковые грабли, переделаны на деревянные зубья. Легонькие, хорошие. Так. Тут у нас вход на чердак. О, на чердаке ничего нету. Да, по всей видимости, что дом этот более свежий, более новый. И по этой причине на чердаке ничего нету. Одни вот газетки лежат. Запчасти, правда, от ткацкого станка еще. Так, газеты, наверное, все тоже знамя. Сельская жизнь. Сельская жизнь 83-го года. Год моего рождения. Да, 10 сентября 83-го. Все, сельская жизнь. Много газет.
О, да, домик завалило, конечно, знатно. Подразрушился он, конечно. О, сепаратор. Заклинило. Да, в таком доме можно найти что-то интересное. Посмотрите, это у нас получается стол был. Столешницы уже нету. Но ножки какие интересные, резные. Вообще. Даже не просто кругами вырезано, а этими еще и с гранями сделано. Да. На такой только столешницу надо. И все. И будет отличный стол. Практически вечный. Так. Это у нас от ткацкого станка. Ручка от Навоя. Ниф-ниф. Кукла какая-то была. Опилком набитая. Еще одна старинная вилка. Да, тут много всего на столе. Это вот не знаю даже, что такое было. Какое-то интересное приспособление. Еще одна маска. Комсомольская правда. 1974 год. План и бюджет созидания. Вторая сессия Верховного Совета СССР 10-го созыва. Интересно, а есть что-нибудь постарше? Что-нибудь 50-х? 75-й год. Будущий урожай готовить сегодня. О, зажало тут газеты. Нет, наверное, нету ничего постарше. Сельская жизнь, тоже 76-й год. Ух ты! Решето какое! Огроменное. Так писали, вроде грохот называется в комментариях. Просеивали через такое, если не ошибаюсь, шелуху от зерна. Горох могли просеивать. Печка тоже уже покосилась, к сожалению. Остатки от гармошки. Гармонист, значит, тут жил. А это вторая комната. Да, здесь, наверное, была кухня. Нет, печка, кстати, посмотрите, стоит. Просели именно полы, а точнее сам дом. А печка стоит. Ну, печь кирпичная. Так. В хлев уже тут, к сожалению, не попасть. Да и потолку тоже уже плохо стало. К сожалению, балка проломилась. И весь он уже подгнил с этой вот стороны.
Но заглянуть, попробовать можно. Лесенка туда есть. Может быть, что-то необычайно интересное найдем. Ага. Да, с этого места как раз снег и нападал. Так, тут сразу у нас набилки. Кроватка детская, очень интересная, вырезанная. В углу там вот стоит. А тут у нас набилки от ткацкого станка. Ну и в принципе весь вот ткацкий станок. Тут у него оголовник. Нет, не резные, обычные. Тут тоже запчасти для него. Горшочек глиняный. Интересно, почему-то сняли филенку, по всей видимости, из двери откуда-то или из шкафчика. Вот интересно, это тюрик, вот на нем нитки намотаны. Нить вроде льняная, натуральная, да, натуральная льняная нить. Да, тоже уже. Ух ты. Это, о, тут сколько прялок-то. Целых 3 штуки. По всей видимости, много здесь было женщин, которые пряли. Вот это вот интересно. Нет, тоже без росписи, но ножка точеная была сделана. А вот кроватка детская. Поближе подобрался. Так, все, аккуратненько буду слазить. Нет, не буду слазить. Посмотрите, здесь еще следы. Тоже, походу, кто-то живет. Какая-то кошечка. Блин, страшно тут ходить-то. Как бы не провалиться на этом потолке. Сделаем вот так вот. Там вот стул очень интересный. С резной спинкой. Не дошел до стула. Дошел до фонаря. Стекол, правда, не хватает, но в таком вот фонаре раньше поджигали свечку, и можно было ночью с ним ходить. Его не задувало. Очень интересно. Посмотрите, комнатка была сделана на 2-м этаже. И сундук. Такая вот незамысловатая роспись на нем. Не знаю, вот знаю, что мелкую роспись вот наподобие зигзагов делали обычно сухой кистью. По лаку прямо проходились. И получался такой зигзаг. О, газета «Красная звезда». 62-й год. Нифига себе. Ну, по всей видимости, все газеты из этого же списка. Да, что-то много здесь всего разломано.
Вот он, стульчик. Интересный. С резными ножками. С резной спинкой был сделан. Очень интересно. Так. Еще какая-то запчасть непонятная. А, это горшочек деревянный, разломанный. Этот советский. Много тоже таких уже находил. О. Ладно, пойдемте в следующий домик сходим. У меня вообще такое ощущение, что в этих домах животные живут. Тут вот тоже видно, что кто-то, какой-то зайчик, походу, бегает в этом доме, прячется где-нибудь вот там вот. Интересно, какие все дома. Архитектурное сооружение прямо. Мне вот одно непонятно, если в таких домах чердак, то бишь второй этаж, не использовался по какому-то прямому назначению, то для чего его такой высокий строили? Никак понять я не могу. Запчасти конской упряжи. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ничего не надо, дайте баян. Посмотрите, его бросили здесь. Может быть, он еще и хороший даже. Блин, вот я не баянист. Ну а что ему плохим-то быть? Он ведь исправляется, наверное. Нет? Друзья, хороший, исправный баян. Что-то бросили, не забрали. Досада. Да, много стульев моих любимых. Не знаю, почему-то нравятся мне стулья. Диван. Мне тут вот сказали, что где-то в 60-х годах такие диваны начали продавать. Дом какой большой, светлый был. Ого. Печка интересная. Ого. Нифига себе. Вот это да. Голбец сделан. Но сделан не у печки. Печка поставлена в середину комнаты. Офигеть. Но печка уже переложена. Кирпич. Да, кирпич. Не глинобитная. Но очень интересно сделано вот это вот сооружение. Это вообще, это просто... Ну что, дверь в Нарнию. Да, так и есть. Вот он, настоящий голбец. Посмотрите, какой он глубокий.
Здесь вот можно было поставить какие-то баночки, соленья, варенье различные. А здесь хранили овощи. Смотрите, я даже, пригибаюсь, конечно, но не сказать, чтобы очень сильно. Спокойно иду. Ого, нифига себе. Вот это булыжничек. Гранит. Гранит. Такой камушек положили под дом, под печку. Интересно, для какой цели? Офигеть. Так. Тут у нас запчасти для машины. Ведерко для углей. Посмотрите-ка, интересно. Сруб здесь был. Его, конечно, тут уже подмыло. Но видно, что вот он сделан. Бревна налито. По всей видимости, отсюда картошку засыпали. И тут она хранилась. Очень интересно. Очень необычно, я бы даже сказал, что вот так вот был сделан голбец. Настоящее. А сверху были палати. Да. Так. Сейчас попробуем как-то забраться на чердак. Много, конечно, инструмента. Это все вилы. Раз, два, три, четыре, пять. 5 вил. Это, кстати, коротыши. То бишь это короткие, да, короткие. 2 метра всего. То бишь они домашние. Обычно для сенокосов использовали подлиннее, там 3 метра. Такие длинные вилы использовали. Хлев. Тут сеновал был. Снизу хлев. Да, видно, что дом очень старый. Ух ты. Да, корыто долбленое. В прошлом видео где-то я там лодку нашел. Вот, если взять корыто, то лодка была, наверное, еще в 2 раза шире. Нет, не в 2, наверное, в 1,5 раза шире. И раза в 2 длиннее. Вот просто такое-то корыто выдолбить, это и то что-то с чем-то. Так, сейчас попробуем забраться на чердак. Там вот я вижу, комната была сделана, рубленная. О, тоже интересно. Гидроизоляция была берестой сделана. Здесь это часто, кстати, попадается. Практически зря карабкался. Ничего тут такого сверхъестественного нету. Решето здоровое. Там вот ткацкий станок. О, да он интересный. Да, он очень интересный. Да, из корневища был сделан. Такие мне еще не попадались. В принципе, ничего такого сверхособенного нету. Но вот эта вот часть, сама станина, была сделана из корневища, из единого куска древесины. Так же точно, как и у второго
была сделана. И оголовник тоже был единый сделан. И вот. Ну а так, самый обычный. Без резьбы, без всего. Так. Что тут еще есть? Что-то вот туда вот еще сложили наверх. Но мне больше хотелось, конечно, в комнатку в эту вот зайти. О, да. Да, вот она, настоящая комнатка, которую можно было использовать по назначению. Ой, пластик под ногами. Тут труба проходила. Она, возможно, тоже, кстати, нагревалась. Ну и в комнате в этой осенью было довольно тепло, сухо. Ткацкий станок стоит. Ну, вот этот уже более простого изготовления. Ну, как сказать, он более сложного изготовления, но он сделан из разных частей, поэтому как бы более его такой станок было легче сделать. Интересно, как расклинивали. Ха. И так, и вдоль. И тут подбивали, чтоб не выпадало. Посуда. О, сеялка. Глубинная. Вид из окна. Тоже красивый. На поле. Там вот, кстати, еще одна деревня наверху. Но до нее, скорее всего, уже завтра пойду. Сегодня эту, наверное, только успею обойти до темноты. Какая-то бутылочка интересная. Фляжка. Самозапирающаяся. Ай, ладно, не буду мучить. Набилки. Почему-то кажется, что не резные. О, с резьбой. Ай, блин. Аж испугался. О, хорошая резьба. Ой, боковинки тоже, посмотрите, все в резьбе. Красота. Как все сделано. Солнышко посерединке вырезано. Хоть и небольшое, но все равно. Я находил и крупные, прямо аж вот такие вот здоровые были солнца нарезаны. Здесь получается змейка, водичка, а это земля. Солнце, вода и земля. Вот так вот резали. Символика такая вот была. А по краям, ну тут, по всей видимости, что попало, было нарезано. Ну тоже, скорее всего, что здесь два полусолнца. Скорее всего, это рассвет, это закат. Или наоборот. Интересно. Да, вот такие вот набилки. Действительно интересные. Такие попадаются. Тут хорошо в районе хотя бы что-то из этого осталось. Из творчества, из какого-то избыта, из такого старинного. Да, красота. Хоть и простенько, но все же кто-то должен был этим заниматься. В большинстве своем они бывают без резьбы. Так. Да, тут костыли лежат. Ага, видимо, камнями закидано. Да, костыли и палочка. По всей видимости, уже под старость лет хозяин не мог ходить и использовал их для передвижения.
Еще один домик. И тоже подшива была сделана вот полукругом. Очень интересно. Почти на всех домах здесь так. Бревна пронумерованы. Возможно, что дом этот или переставляли, или перевозили в это место. Колодец. Заросло уже все. О, да, пятистенок. Большой дом был. Ух ты. А это что такое? А, яблоня была подставлена. Понял? Понял. А то смотрю, что-то какие-то деревяшки наколочены. Да? Кто-то у меня спрашивал про плодовые деревья. Не знаю, как здесь, но вот у нас в Орловском районе у меня дед, когда они переехали, заложил что-то порядка 40 яблонь, яблоневый сад. Из них сейчас только одна живая осталась. Вот, получается, 60 лет. Практически все они вымерзли еще где-то в 70-х, что ли. Ну, много яблонь вымерзло. Тогда были морозы лютые. Плохо они у нас здесь растут. Сейчас еще более-менее культуры есть устойчивые, а в то время их практически не было. Поэтому яблони в этих местах это редкость и роскошь. Чем севернее, а здесь вообще половина мест это болото, грунтовые почвы очень близко. Соответственно, она чуть только коснется грунтовая почва, грунтовые воды. Яблоня ведь только грунтовых вод коснется, и все, корни загниют, она умрет. Поэтому особо и не сажали. Терновник был, вот слива, как она называется. Вишня северная, сколько-то вот тут растет. Ну, а так я не знаю даже, что здесь. Персиков здесь точно никогда не бывало. Да и яблоки-то у нас, по сравнению с южными, это мы считаем их очень сладкими, а южане их считают очень кислыми. Так что как-то так. Да. Возможно, что в этом доме жили до последнего. А, нет, наверное, тоже не до последнего. Посмотрите, уже тоже все, крыша проломилась. Бревнышко тоненькое сделали сюда, тонковатое. Ух ты, как интересно было сделано. Да, получается, что здесь вот клеть. Печку здесь не ставили? Нет, не ставили. Сделали здесь клеть. Ну, грубо говоря, хранилище даже. Так лучше назвать. Прялка. Все тоже газетами обклеено. 71 год. О, буфетик какой. Шикарный буфетик в черном цвете. Ух ты. Так, полы какие-то не особо надежные. Печка была краской покрашена, что ли. Так. Аккуратненько. Интересно, но тоже печка уже переложенная.
И вообще здесь, походу, все переделано было. Здесь вот кольцо висит для люльки. Возможно, что печка здесь была в другом месте вообще. Ну да, печку покрасить, конечно, краской это додумались. Она же греется, краска пахнуть будет постоянно. Поэтому их обычно и белят. Да, лага сгнила. Там вот внизу полы на честном слове держатся. Оп, оп. Все, тихонько ушли. Так. Какие-то помещения интересные. И вход на чердак. Какой удобный был сделан. А тут сеновал даже двойной. О, тут сено-то вообще. Тут можно целую зиму корову кормить. Она даже столько не съест. Да, тоже сделан второй этаж. Редко они мне сложенные попадаются. На самом чердаке ничего не осталось. А нет, вот ткацкий станок. Дуга конская. Ну, какие-то предметы быта еще остались. Опора для тюриков, для намотки нитей. О! Как-то мне говорили, как такие называются вилы маленькие. Забыл. Ну, часто тоже попадаются. О! Тоже с резьбой сделано, посмотрите. Правда, совсем немного резьбы, но по краям было вырезано, выборочки сделаны в виде солнышек. Да, много здесь попадается резьбы, очень много. Так, тут вот еще одни. О, тут все запчасти. Много запчастей, педали, посмотрите, от ткацкого станка еще лежат. О! Без резьбы, да, без резьбы. Крестик просто вырезан. Набилки. Да, комнаты редко попадаются. Где-то я был в каком-то районе. Там были сделаны окошечки, все. А заходишь на второй этаж, и тут просто помещение не оборудованное, ничего. А здесь вот, да, комнатки сделаны. Все газетками обклеено, чтобы посветлее было. Давайте посмотрим, в каком году обклеили. Может быть, есть какие-нибудь даты. Ага, вот. 7 июль 1974 год. Да. О, старые трактора. Интересно просматривать. Казахстан. Трактор Казахстан. Даже не слыхал, что такие бывали. Да, все, 74-м годом обклеили. А вот 79-й. Значит, еще позднее. Значит, где-то в районе 80-го года обклеили здесь все. Интересно. Так. Жалко, конечно. Еще запчасти от конской упряжи остались. Если не ошибаюсь, то хомут с клещами. Да, большой домина, конечно. Большие какие здесь дома строили, это вообще
У нас даже в Орловском районе вот таких домов не бывало. Не встречал я, чтобы такие здоровые они были. Обычно одна изба теплая, клеть за ней. Так, ну что, пойдемте сходим в последний домик, посмотрим, что осталось в нем. Тут вот огроменный дом стоял, но он весь уже сгнил, обрушился. Может быть, даже не дом, потому что какие-то пристрои к нему были сделаны интересные, хитрые. Видно, что все это было одно большое помещение. И этот дом, и этот тоже. Но тут уже все, крыша сгнила, провалилась. К сожалению, ушивать нечего. Не знаю, как-то вот в этот хочется попасть. Посмотрим, что получится. О, добрался. О, что это тут такое? Ёкарный компот. Тут что-то все в черный цвет покрашено. Посмотрите, двери и печка. Нет вроде никого. Прямо гарью так пахнет. Как будто что-то горело. Все вообще закопченное. Чернющий домина. Что здесь вообще что-то непонятное. Смотрите, тоже голбец был сделан. Все филенчатое. Ой, еще радио современное. Поди еще и рабочее даже. Да, конечно, филеночка-то красивая была сделана. Ну блин, вообще. Посмотрите, весь потолок, все черное. Да. Какие-то рюкзаки. Спальник. Рюкзак с цепью. Обложка от паспорта. Да. А это что такое? Киянка. Точно. Кияночка. Распиленная. Что-то тут прямо поленница в доме сложена. Блин, ну и бардак тут. Вообще неимоверный. Видно, что дом-то старинный. Очень старый. И печка сделана красивая. Все сложено. И двери с филенкой. И тут, посмотрите, тоже что-то непонятное. Вообще просто дрова лежат. Что тут как-то жили так или что? Зачем здесь дрова? Непонятно. Буфет стоит. Не сожгли. Да. Журнал «Максим».
И здесь что такое? Тоже посмотрите, все ящиками какими-то забросано. Вообще. Керосиночка стоит. Да. Не, ну в таком доме надо на чердак однозначно залезть. Здесь-то... О, стул какой красивый. О, и стол тоже. С ножками. Посмотрите, какими. Блин, домой бы такой. Он поди еще и дубовый. Все на ласточкином хвосте собрано. Офигеть. Столешница тоже, по всей видимости, заменена. Стул тоже, посмотрите, со всякими выборочками. Как красиво сделан. Так. Блин, как отсюда выбраться? Вообще непонятно. Почему тут все такое черное? Так. Это вот я перед Новым годом ездил тоже в деревеньку в одну. И там тоже вот дом был весь закопченный абсолютно. Прямо черный такой тоже весь был. Так. Ух ты, комодик какой. Блин, здесь вся мебель такая шикарная. Ручки еще даже все латунь, что ли, или нет? Нет, не латунь. Но клеймо какое-то присутствует. Комбайн для сбора ягод. Так. Ноги бы не проколоть. А то где-нибудь на гвоздь наступлю. Каких-то много, конечно, тут всего. И хлама полно. Такая вот переносочка, по всей видимости, для дров была сделана. Так, давайте попробуем на чердак подняться. Посмотрим. Все, уже хлев весь проломился. Почти весь обрушился. О, сани! О! Смотрите! Кукушка! Вот! Сидит. Кукушонок совсем маленький. Не знаю, видно, не видно было. Ладно, сделаем, чтобы было видно. О! Посмотрите, сани какие. Для лошади. Для санной упряжи. А чё, где у нее мамка? Интересно. У этой совы. Есть или нет? Сидит малек. Так, хочу на фотоаппарат сфотографировать. Нафотографировал. Перелетел совенок-то. Он теперь сидит.
Один-одинешенек. Первый раз вижу так вот, чтоб сова в доме была. Так. Ага. Так, есть кое-что интересное. Так, это, я так понял, от стола. Ножка. И вот, значит, в прошлом где-то видео, в одном из прошлых видео я уже находил подобную. Но там она была чуть побольше, а вот это чуть поменьше. Тоже какое-то приспособление. Так. Да, осталось много деревенского быта. Подставка для тюриков. Так. Ткацкий станок вижу. Прялочка. Самая обычная. Так, что у нас с ткацким станком? Нерезной? Нет. Самый обычный тоже. Оголовники от него. И набилка. Да, тоже обычная, нерезная. Это что за приспособление? Так, много различных подставочек, лавочек, педали от ткацкого станка. Так. Здесь у нас что-нибудь есть? Нет. Ничего тоже не осталось. Ну и здесь, я так понимаю, тоже ничего уже не осталось. Ну что ж, друзья, на этом мы видео на сегодня закончим. Вам всем привет от канала Железный Клад, от Владимира. Ну и до новых встреч. Пока.